Когда вы слышите слово «Мексика», на ум приходят сикарио, картели и пустыни, торговля людьми и так далее. Это то, что нам обычно вещает медиа. Но сегодня не об этом. Поговорим о образовании. Дело в том, что Мексика – это 32 разные реальности, но образование обязательно по закону. Диплом получают не все, конечно же, и дело не в лени, не в культуре и не в том, что многие считают, что страна бедная. И сегодня я покажу, как образование здесь реально работает, без мифов, без ужастиков. Всем привет! С вами Кристина, и вы на канале Мексика простыми словами. Видео будет полезно как для тех, кто задумывается переехать с семьей и хочет понять, как здесь все устроено на самом деле. Тема образования в Мексике одна из самых непонятных и недооцененных. Кто-то думает, что здесь учатся кое-как, кто-то уверен, что частный университет – это успех, а государственный провал. Сегодня разложим все по полочкам. Как реально устроена система, где правда, а где миф, сколько стоит учеба и почему мексиканское образование – это всегда социальный лифт, а не формальность. Почему обязательное образование не гарантирует диплом? Начнем с факта, который многих шокирует. В Мексике учеба обязательно примерно с 3 до 18 лет. Это значит детский сад, начальная школа, средняя школа и старшая школа. И это не по желанию. И это не если есть деньги. Это закон, который прописан в Конституции. И государство реально считает образование фундаментом, не бонусом, не роскошью. Поэтому, когда говорят, в Мексике тут все так расслаблено, нет, не в образовании. Теперь внимание. Детский сад в Мексике – часть системы образования. Он называется пресколар, и это не просто оставить ребенка на пару часов. Там базовая математика, логика, социальные навыки, подготовка к школе. И да, без подтверждения пресколар дальше могут быть сложности с зачислением, с документами, а также штрафы. Про них часто говорят по-разному. Реальность такая: сам детсад обязателен по закону, а контроль и санкции зависят от штата и практики. Общий посыл государства простой. Учеба начинается рано, и это нормально. В школу дети идут с 6 лет, и делится она на 3 основных этапа. Начальная по длительности 6 лет, средняя по длительности 3 года, старшая школа по длительности 2-3 года. Важно уточнить, начальная и средняя школа – это базовое образование. Старшая школа – это уже следующий уровень, который все равно остается обязательным по закону. Школы здесь бывают государственные и частные. Стоимость обучения в государственных школах полностью бесплатная. Правительство Мексики финансирует учителей, базовую инфраструктуру и учебную программу. Однако родители все равно несут некоторые сопутствующие расходы, а именно добровольные взносы на шторы или ремонт, школьная форма. В большинстве государственных школ требуется носить форму. Школьные принадлежности, такие как тетрадки, ручки, рюкзаки, питание и транспорт. Школьные обеды или транспорт не предоставляются государством бесплатно, за исключением некоторых программ в отдаленных или бедных районах. Важный момент: для людей с видом на жительство, будь то временный или постоянный, система образования в Мексике функционирует практически так же, как и для граждан Мексики. В сухом остатке государственное образование в Мексике доступно для всех и не имеет платы за обучение, но требует минимальных затрат на форму и школьные нужды. А вот у частных школ есть 2 варианта. Обычные частные школы – это наиболее распространенный вариант для семей образования по разумной цене. Ежемесячная плата примерно от 220 до $900 в месяц. Плюс вступительный или регистрационный взнос, он может быть ежегодный или разовый, от 300 до $900. Второй вариант – это престижные международные и элитные школы. Эти школы предлагают образование по международным стандартам, например, американская, британская или швейцарская система. И ориентированы они в основном на состоятельные семьи и семьи экспатов. Цены в них значительно выше. Годовая плата за обучение может варьироваться приблизительно от 9 до 45 тысяч долларов в год. Помимо основной платы за обучение, есть также дополнительные расходы. Униформа, которая обязательна почти во всех школах. Учебники, ручки, тетрадки часто приобретаются отдельно. Транспорт.
Школьный автобус может быть дополнительной платной услугой в неклассные мероприятия. Таким образом, стоимость обязательного образования в частной школе в Мексике не фиксирована и требует прямого запроса в конкретное учебное заведение для получения более точной информации. Государственная школа предоставляет базовое, доступное образование, которое может быть хорошим, но сильно зависит от конкретной школы и учителей. Частная школа предлагает более структурированную, ресурсную и частно двуязычную среду за значительную плату, направленную на повышение академической успеваемости и будущих возможностей поступления в престижный вуз. В 15 лет мексиканский подросток выбирает траекторию, и вариантов тут 3. Первый – это основной бакалавриат, аналог старших классов или колледжа, который дает широкие общие образовательные знания, а не узкоспециализированные, подготавливая к поступлению в университет. Это стандартный путь для тех, кто не определился с направлением, оставляя возможность выбора. Второй. Профессионально-техническое образование – это форма среднего профессионального образования, с которым можно выйти сразу на рынок труда. А поступление в университет обычно потребует продолжения обучения или выполнения дополнительных условий. Третий. Бивалентный бакалавриат относится к системе среднего профессионального образования, которая предлагает двойной выход – профессиональный и академический одновременно. А именно, ты получаешь профессию, чтобы была возможность выйти сразу на работу, и также остается возможность поступления в вуз в будущем, либо сразу после окончания. Это не деление на умных и не очень, это деление по целям. Мексика честно говорит, не все обязаны быть академиками, но у всех должен быть путь. Почему обязательное образование не гарантирует диплом? И вот здесь возникает главный вопрос. Почему диплом получают не все? Потому что закон гарантирует доступ, но не результат. Государство создает систему, делает школу обязательной, финансирует учителей. Но оно, к сожалению, не может контролировать жизнь каждой семьи. Даже государственная школа – это не ноль расходов. Форма, тетради, транспорт, иногда так называемые добровольные взносы. Для среднего класса это мелочи, для бедных регионов – причина прервать учебу. И чаще всего люди выпадают не в начальной школе, а именно на уровне старшей школы, когда в 15-16 лет уже можно пойти работать и помогать семье. Не потому, что не хотят учиться, а потому, что реальность сильнее закона. Теперь университеты. И тут ломается главный миф. Государственный университет в Мексике – это супер престижно. Например, Национальный автономный университет Мексики – один из крупнейших и престижных университетов во всей Латинской Америке. Учеба там студенты оплачивают незначительный регистрационный сбор, но поступить туда ужасно сложно. Почему? Потому что у многих семей нет денег на частные вузы, а образование – это единственный социальный лифт. Люди готовятся годами, ходят на курсы, пересдают экзамены, борется за место. Госвуз в Мексике – это не куда попал, это куда прорвался. Для людей с ВНЖ поступление в государственный университет на тех же условиях, как и для граждан Мексики. Большинство университетов учат на испанском, а в частных и международных программах есть обучение на английском. Теперь частные университеты. И тут важно не путать все в одну кучу. Частный университет – это не равно всегда элита, но есть и топ-уровень. Список у вас на экране, где есть сильные бизнес-программы, международные связи, высокая цена и серьезная нагрузка. Также есть бюджетные частные вузы, часто с онлайном, гибким графиком, меньшей инфраструктурой. А что насчет признания диплома за границей, спросите вы? Это зависит не от Мексики как от страны, а от конкретного университета и профессии. Чтобы было понятнее примеры, государственный университет, обучение почти бесплатное, есть символические сборы, как обычно. Частный топ-вуз, стоимость может доходить до $10 тысяч за семестр, в зависимости от кампуса и программы. Частный бюджетный вуз значительно дешевле и можно совмещать учебу и работу. То есть в Мексике это образование не есть деньги или нет, а какой путь выбираешь ты. И еще важная деталь под названием Servicio Social – социальная служба или общественные работы. В Мексике это обязательное требование абсолютно для всех студентов, получающих техническое, среднепрофессиональное или высшее образование. Что это значит?
Социальная практика, без которой ты не получишь диплом. Это может быть практика в больнице, экология, помощь сообществам и так далее. Требование обязательное по закону, оно одинаково как для государственных, так и для частных учебных заведений. Закреплено в мексиканском законодательстве об образовании, которое занимает минимум полгода и требует 480 часов. В целом, образование в Мексике часто называют социальным лифтом или рассматривают его как потенциал, потому что оно представляет один из немногих легальных и эффективных механизмов для людей из низких социально-экономических слоев населения подняться по социальной лестнице. Если тема вам откликнулась, поддержите видео лайком и напишите в комментариях, что еще вы хотели бы узнать о Мексике. Всем хорошего времени суток и до новых встреч!